Привет, армия! Корейский мир развлечений – вселенная, построенная на свете, прожекторах и идеальных улыбках. Но что происходит, когда камеры выключаются? Когда сцена пустеет и остаются лишь следы отношений, которые могут быть гораздо более хрупкими, чем кажутся? Дружба этих трех корейских звезд всего лишь трюк с камерой? Отношения между Чонгуком, Тэхьоном и Пак Хён-сиком сейчас находятся в центре внимания общественности после того, как видеозапись вызвала бурю предположений. Правда, которая начинает всплывать, привносит напряжение, эмоции и беспокойство в покой фанатов. Что-то намеренно скрывает от публики? Приготовьтесь. Вы когда-нибудь чувствовали, что что-то остается недосказанным, хотя камеры все записывают? Вы когда-нибудь видели улыбку, которая кажется теплой, но скрывает невероятное чувство напряжения? Мир кей-поп сейчас сотрясает вопросы, которые больше нельзя игнорировать. Что на самом деле произошло между Чонгуком, Тэхьоном и Пак Хён-сиком? Короткое, случайно записанное 14-секундное видео раскрыло тайну, которая шокировала фанатов, лишила дара речи СМИ и заставила агентство затаить дыхание. День казался обычным. 37-я церемония вручения премии Seoul Music Awards была наполнена аплодисментами, вспышками фотоаппаратов и непрерывным потоком знаменитостей. Однако, когда неофициальная камера одного из зрителей направилась в левый задний угол сцены, в кадр попали три фигуры. Чонгук стоял, слегка сгорбившись. Тэхьон положил руки за шину, а Пак Хён-сик стоял всего в нескольких шагах перед ними, молча глядя прямо перед собой. В видео не было звука, но их выражения лиц говорили громче слов. Пользователи сети начали строить предположения, почему Пак Хён-сик, казалось, не хотел поворачивать головы, почему Тэхьон, обычно всегда улыбающийся, выглядел таким скованным. И самое любопытное, почему Чонгук просто смотрел в землю, переступая с ноги на ногу, словно пытаясь уйти, но не в силах. Видеоролик быстро распространился, словно лесной пожар в сухом лесу. Социальные сети наводнили кликбейтные заголовки. Чонгук и Тэхьон избегают контакта с Хёнсиком, напряжение за кулисами, Хёнсик игнорирует BTS. Однако пока публика жаждала подтверждения, агентство хранило молчание. HYB не выпустило никакого заявления. Агентство Пак Хён-сика также хранило молчание. И с этого момента все изменилось. Через 3 дня после того, как видео стало вирусным, анонимный сотрудник, работавший за кулисами церемонии награждения, опубликовал в Твиттере заявление, которое было удалено всего через 15 минут после публикации. Однако его цифровой след уже был запечатлен тысячами любопытных глаз. В Твиттере говорилось: то, что вы видите на видео, это лишь поверхность. В течение последних 2 недель существовало напряжение, о котором никогда не сообщалось. Все трое встретились наедине, и, поверьте мне, это было непростое воссоединение. Неизбежно этот пост разжег пламя, невиданное со времен скандалов с тайными отношениями айдолов. Появилось множество предположений. Был ли это проваленный секретный проект, конкурс ролей в дораме или личный конфликт, тщательно скрываемый от публики? Неофициальное расследование, проведенное фанатами в онлайн-сообществах, начало анализировать каждое публичное взаимодействие 3 артистов за последний год. Они обнаружили нечто пугающее. Во-первых, в интервью, посвященном продвижению дорамы «Наша расцветающая молодость», Пак Хён-сик нервно улыбнулся, когда его спросили, поддерживает ли он связь со своими друзьями-айдолами. Он ответил: «Я все еще близок с некоторыми людьми, но отношения со временем меняются». Пользователи сети сначала не восприняли это всерьез, однако теперь это заявление, похоже, несет в себе более мрачный смысл. Во-вторых, фанатские записи с концерта BTS Permission to Dance в Лас-Вегасе показывают Пак Хён-сика среди VIP-зрителей. Однако, когда Тэхьон и Чонгук приветствовали гостей после концерта, не было ни видео, ни фотографий, показывающих их взаимодействие. Это аномалия, учитывая, что они все трое работали вместе в дораме «Хваран» и известны как часть тесной дружеской группы под названием «Вуга Сквад». В-третьих, в день 26-летия Чонгука фанаты отметили, что Пак Хён-сик не поздравил его публично, ни в Инстаграме, ни на Виверс, ни через какие-либо другие СМИ.
Это резко контрастировало с предыдущими годами, когда он даже опубликовал старую фотографию с ними двумя с подписью «Счастливого Чонгука, брат, навсегда». На этот раз молчание было поразительным. Это просто совпадение или за этим скрывается длинная история? Мы попытались разобраться. Опытный журналист, освещающий мир кей-поп в течение 15 лет, его личность остается конфиденциальной, поделился с нами некоторыми подробностями. Он сказал: «Дружба в этой индустрии сложнее, чем кажется. Камера, да, она показывает 5% реальности. Остальное – это стратегия, напряжение и иногда и предательство, завуалированное улыбкой». Все трое были вовлечены в неудачные личные бизнес-проекты. Но проблема была не в проекте. Проблема была в том, как один из них реагирует, когда все рушится. Это утверждение побудило нас исследовать возможность совместного бизнес-проекта между Чонгуком, Тэхьоном и Хьонсиком. Поиск в открытых бизнес-документах выявил название компании – OF & Company. Небольшая сеульская компания, специализирующаяся на уличной моде, зарегистрированная в 2022 году и ликвидированная всего через 6 месяцев. Основной акционер не был назван, но один бизнес-аналитик подозревает, что название было лишь прикрытием для участия знаменитостей, которые хотели сохранить инвестиции в тайне. Была ли OF & Company тем самым проектом? И если да, то кто первым вышел из проекта? Вызвало ли это разлад в их отношениях? Еще более удивительно, что после ликвидации компании Чонгук и Тэхьон стали чаще появляться вместе на публике. Даже в своих видеоблогах и прямых трансляциях Чонгук часто упоминал имя Тэхьона. Была ли это форма поддержки, или это было частью более глубокого маневра? Сам Пак Хьонсик с самого начала. В 2023 году он решил активнее заниматься актерской деятельностью, избегая суеты развлекательных шоу и сотрудничества с другими айдолами. В интервью корейскому журналу «Эль» на вопрос о том, чувствует ли он, что мир айдолов отдалился от него, он ответил: «Я дорожу своим прошлым, но иногда прошлое не всегда можно перенести в будущее». Этот ответ теперь понимается в другом, более захватывающем контексте. Общественность разделилась. Некоторые фанаты защищают трио, называя это чрезмерным анализом всего происходящего. Но многие также считают, что слишком много совпадений накопилось. Если это просто недоразумение, почему бы им просто не развеять слухи, написал один пользователь Твиттера. Напряжение стало очевидным, когда в развлекательном шоу, которое вел Ю Дже Сок, Пак Хьонсик был гостем и задавал случайные вопросы из загадочной коробки. Один из вопросов был: какому другу вы доверяли, но он вас подвел? Хьонсик сделал паузу на 6 секунд, прежде чем сказать: тогда следующий вопрос. В зале раздался смех, но его выражение лица явно не было шуткой. И с этого момента внимание пользователей сети переключается на то, что они еще не выяснили, что именно произошло на той частной встрече между тремя. Источник из элитного ресторана в местные СМИ сообщили, что примерно за 2 недели до церемонии вручения премии Seoul Music Awards в районе Чондамдон, где часто устраиваются частные ужины артисты, прибыли 3 известных мужчины и забронировали самый уединенный VIP-зал. Один из них был в толстовке с капюшоном, закрывавшей лицо. Они разговаривали меньше часа и периодически расходились. Один из них, уходя, коснулся стеклянной стены. Их имена не были раскрыты, но записи с камер видеонаблюдения в коридоре ресторана показали очень знакомую позу и походку, слишком знакомую, чтобы ее игнорировать. И на этом закончилось первое действие. На встрече за закрытыми дверями, на неслышимом разговоре, на невидимых, но заметных трещинах на ярко освещенных сценах. В зале царила тишина. Необычная тишина, а тишина, в которой в воздухе висели тысячи слов, но ни одно из них не сорвалось ни с чьих губ. По словам сотрудника ресторана, который наконец согласился говорить на условиях полной анонимности, атмосфера в тот вечер в вип-зале Чондамдона могла вызвать дискомфорт у любого еще до того, как он успевал что-либо сказать. Они открыли рты. Сотрудник, которого мы назовем Ли, проработал в этом роскошном ресторане почти 6 лет. Он привык видеть, как мимо проходят знаменитости, от генеральных директоров развлекательных компаний до кумиров первого поколения, которые теперь играют важную роль за кулисами. Но в тот вечер, по словам Ли, царила другая атмосфера.
Обычно, когда приезжают артисты, они все равно приветствуют нас дружелюбно, хотя и хотят уединения. Но один из троих в черном пиджаке и маске даже не обернулся, когда мы его поприветствовали. Его голос был ровным: «Не беспокойте, нам нужен всего час». Это были первые и последние слова, которые я от них услышал. Часы пробили 21:12, когда дверь вип-комнаты плотно закрылась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали только жесты, а не содержание разговора. Однако по языку тела было ясно, что эта встреча не была теплым воссоединением, полным смеха. В начале видео Тэхён сидит, скрестив руки, слегка наклонившись вперед, словно готовясь к нападению или защите. Чонгук стоит почти 10 минут, прежде чем, наконец, сесть, но лишь наполовину касаясь стула, как будто готовый встать в любой момент. Пак Хён Сик сидит прямо, выпрямив тело, положив руки на стол. Его взгляд устремлен прямо на Чонгука. Даже по черно-белой, беззвучной записи Ли был уверен, что что-то не так. Он, казалось, допрашивал, а не говорил, сказал Ли. Однако поворотным моментом стало то, что произошло, когда они вышли из комнаты. Хён Сик вышел первым. Он быстро пошел. Затем, прежде чем дойти до в конце коридора, его правая рука коснулась стеклянной стены. Звук прикосновения заставил двух сотрудников кухни обернуться. Чонгук последовал за ним через 5 минут. Спустя несколько минут его лицо побледнело. И Тэхён ушел последним, в толстовке, глубоко склонив голову. Не было ни прощаний, ни приветствий, только тишина, которая была громче всего остального. Было ли это все совпадением, или это была настоящая драма, замаскированная сценическим освещением? Несколько дней спустя начали появляться слухи, что встреча была не просто обсуждением прошлого. Речь шла о сделке, которая вот-вот сорвется. Бывший сотрудник агентства, работавший с креативной командой Hype, связался с нашей редакцией по зашифрованной электронной почте. Он сказал, что перед началом съемок нашей цветущей молодости Пак Хён Сику предложили идею сотрудничества в создании контента с двумя крупными айдолами. Скорее всего, имелись в виду Тэхён и Чонгук. Проект назывался «Эфемерный» и планировался как короткий документальный сериал о дружбе 3 крупных звезд из мира актерского искусства и музыки. Концепция позиционировалась как корейская версия «Друзья. Воссоединения», но более интимная. Однако, по нашей информации, одна из сторон внезапно отказалась от участия, заявив о своих возражениях против трансляции из-за несоответствия сюжета и чрезмерного акцента на личных эмоциях. Заявление звучало профессионально, но для тех, кто знаком с индустрией, фраза «чрезмерно личный эмоциональный сюжет» — это сигнал о том, что что-то просочилось наружу, что-то, что не должно было быть показано на экране. И вот тут возникают новые подозрения, что «Эфемерное» затронуло что-то очень личное, слишком глубоко, возможно, коснулось той части их дружбы, которую они не хотели вспоминать или возобновлять. Но кто остановил проект и почему? Некоторые фанаты рассказали, что во время одной из прямых трансляций Тэхёна в начале прошлого года он ответил на комментарий фанатки фразой, которая сейчас кажется невероятно актуальной. Когда фанатка спросила, когда мы снова увидим Вукху вместе на экране, Тэхён слабо улыбнулся и сказал: «Иногда лучше держать что-то при себе, потому что когда этим поделятся со всем миром, это уже не будет прежним». Сначала это заявление показалось поэтичным и милым, но теперь оно звучит как кусочки пазла, которые начинают складываться в более крупную картину, которую он пока не хочет раскрывать. Тем временем Чонгук, похоже, все больше сосредотачивается на своих сольных проектах, даже сокращая сотрудничество со старыми друзьями в развлекательных шоу и прямых эфирах. Многие считают это частью процесса взросления, но наши источники сообщают, что Чонгук однажды отказался от приглашения на крупное совместное развлекательное шоу, в котором также должен был участвовать Пак Хён Сик. Причина не ясна, но после выхода шоу в эфир один из ведущих, опытный комик, прокомментировал в своем подкасте, что иногда люди предпочитают уйти, чем объяснять. Тем временем фанаты, называющие себя Хён-трузерами, начали составлять визуальную хронологию, основанную на публичных выступлениях и выражениях лиц трио. На одном из корейских форумов даже появились 19 фотографий с различных мероприятий, которые посещали эти трое, выявив поразительную закономерность. Вся
Всякий раз, когда Пак Хёнсик оказывался в радиусе 10 метров от Тэхёна и Чунгука, выражения лиц двух айдолов становились напряженными. Глаза опускались, плечи слегка напрягались, и даже их губы теряли улыбки, которые они обычно так легко демонстрировали. Однако один небольшой инцидент до сих пор оставался вне поля зрения общественности. Фанатка, посетившая фан-встречу Пак Хёнсика в начале 2025 года, утверждает, что случайно записала голосовое сообщение для цифрового сувенира. На записи слышно, как Пак Хёнсик разговаривает с сотрудником за кулисами. «Если я заговорю, все сгорит, но я не был инициатором, так что пусть они сами решат, когда быть честными». Голосовое сообщение никогда не публиковалось, однако после того, как мы прослушали его в частном порядке и подтвердили его подлинность с помощью анализа голоса, стало ясно, что это, несомненно, голос Пак Хёнсика. Его тон был спокойным, почти ровным, но каждое слово было подобно холодному ножу, беззвучно режущему. Значит ли это, что Пак Хёнсик хранит большой секрет о Чонгуке и Тэхёне, или он просто жертва сфабрикованной истории? Одно можно сказать наверняка – все участники предпочитают молчать, а в мире кей-поп такое молчание не признак мира. Это буря, которая вот-вот разразится. На следующий день источник из команды видеопродюсеров Hype прислал нам короткое электронное письмо. Оно содержало всего одно предложение. Иногда самые опасные истины скрыты в невыпущенных кадрах. У этой истории, возможно, никогда не будет ясного финала. Не было официального заявления, не было пресс-конференции, чтобы все раскрыть. Остались лишь фрагменты. 14-секундное видео, беззвучные кадры с камер видеонаблюдения, случайно записанная голосовая заметка и провалившийся проект «Эпимерал». Дружба между Чонгуком, Тэхёном и Пак Хёнсиком, некогда теплая и тесная во времена Хваран, теперь является одной из самых захватывающих загадок корейской индустрии развлечений. Это просто чрезмерная интерпретация фанатами и СМИ, или же это треснувшее зеркало, отражающее хрупкость человеческих отношений? Может ли дружба между знаменитостями стать жертвой давления внимания публики, бизнеса и невыносимых ожиданий? Возможно, ответ кроется где-то посередине. Их лица на видео с церемонии награждения были настоящими. Напряжение в шикарном ресторане, возможно, тоже было настоящим. Но грандиозный нарратив, который мы построили вокруг этого, с его теориями вражды, предательства и темных секретов, это наша собственная выдумка. История, которая нужна нам для того, чтобы объяснить молчание, которое мы не можем принять. В конечном итоге остается вопрос. В мире, где каждая улыбка записывается, а каждый взгляд анализируется, остается ли место для настоящей дружбы со всеми ее взлетами и падениями, недопониманиями, которые не обязательно должны быть достоянием общественности? Или же дружба знаменитостей всегда в какой-то степени является трюком камеры, шоу, которым мы наслаждаемся, верим и в конечном итоге подвергаем сомнению? Камеры могут записывать все, но то, что не записывается, часто является историей, которую мы больше всего хотим услышать.